Ребята, всем привет! Потихонечку адаптируются мои ликасты. Кто-то замер, кто-то что-то там растит. Листики, ростики. Но не слишком радует цихнодис, катасетумная группа. Вот я только что все-таки убрала рост новый, потому что он вот начал гнить. Я переживаю, что гниль пойдет на бульбочку. В общем, бульбочку освободила от гниющего роста. В общем, загнил. Загнил ростик. Думаю, что я нечаянно брызнула воды. А для цихнодисов это просто катастрофа. Видите? Короче говоря, он приехал, бульба и ростик. Ну все, оставляю бульбочку в одиночестве. Не знаю. Надеюсь, что она со временем после отдыха даст новую почку, а возможно и усохнет безвозвратно. Вот почему я не очень тороплюсь приобретать цихнодисы, хотя это такой, который мне очень хотелось. Тайвань Голд. Ну, посмотрю, возможно, возьму, куплю себе, если еще будет в продаже этот же вид, только в большем размере. Потому что, ну, как бы совсем. Ну, пока оставлю эту луковичь. Ну, как бы, знаете, я понимаю, что здесь вряд ли что-то может быть, потому что ему надо кормиться за счет кого-то. А за счет кого ему кормиться, если он уже отсоединен? Ну, пока оставлю. Оставлю. Сейчас топсином здесь. Тут надо по-хорошему срезать. А если начнешь срезать, здесь ну, просто ничего не останется. Видите? Он полностью сгнил. Так что думаю, что можно даже не морочиться. Или бросить, пускай полежит здесь вот. И засохнет, так засохнет. Появятся корни. Значит, хорошо. Так что все. Буду ждать нового ростика, если эта бульба сможет его выкормить. Ну, всяко бывает. Всяко бывает. Буду следить. Сильно сырость разводить нельзя. Но и допустить того, чтобы она полностью сдулась, тоже нельзя. Девочки, мальчики, доброе утро! Доброе утро! Где вы там? Улитки и прочие насекомые. Девочки, спросите, что это такое, Аня? Что это за грядки? Девочки, это ликасты. Пятое ликаста в другой локации, экспериментально под искусственным освещением. Что вы думаете, вчера в одном вазоне, вот в этом, в котором сгнил рост, у меня вот здесь был рост, обнаружены были мною две улитки. Слушайте, может они и есть здесь, но сбежали. Короче говоря, я две выловила в этом вазоне. Одну так достала, увидела. Вторую на огурец. Девочки, вот они. Я простыла. Вот они, вот такие заразы. Получается, вот в этой тоже живет. Вот в этой ликасте тоже живет улитка. Вот такая вот прелесть. Представляете? Но есть средства, конечно, специальные. Кто здесь, блин, бегает? Это кто? Ты кто, парень? Смотрите, всякие земляные клещики, наверное. Я не думаю, что это трипс, это какая-то живность. Так и живем, девочки. Так и живем. Огурцы жуем хозяйские. Представляете?
А вот тут кто такой? А, это палочка просто. Подождите, на той стороне. Ну, тут никого. Надо, короче, огурчики обновить. Хоечка прям нектар на мне оставила. Я дотронулась, вот это Матильда. Девочки, ну как вам эти нелегалы, эти мигранты в рідной Украине? Представляете? Прибыли с орхидеями. Вот такая вот ерундистика. Так, покажу вам ее. Вот такие вот равлики живут в наших новоприбывших орхидеях и чамкают наши корешки, корешки наших орхидей. Чамкают. Огурец очень хорошо справляется, свеженький. Сейчас нарежу еще. И они отлавливаются, выманиваются. Так, девочки, 2 горшка. Этот и этот у меня на подозрении. Ну вот на этот вчера, говорю, вчера одну вытащила, на вторую вылезла. Красота. Что скажете? Ну есть, я даже в этом видела, в кошике, по-моему, в кошике есть средства от травников. Надо просыпать по грунту. Ну, у меня пока огурец. Такая прелесть, я не могу. Такая красота. Няшка. Нашла еще парочку. Уже под вечер повылазили на огурчики. Вот это совсем маленькая. Пока не вылазит. Но не меньше, чем предыдущие. Не знаю, как долго я буду ловить. Я тут уже по 2 кусочка положила на некоторые горшочки. Одну маленькую самую здесь нашла. Еще одна вот сегодня вот здесь вылезла. Вот это вот. Ой, капец, девочки. Ну, все проверила огурцы. Здесь вообще 3 кусочка положила, но здесь вообще никого не было. Ну, положила 3 кусочка огурчика. Не знаю, будет ли на яблочко, но на огурчик, видите, выползают. Вот такая вот сегодня моя затея. Так, день 3 охоты за улитками. Так, что здесь такое? Надо огурец уже менять. Есть. Есть. И все-таки в этом горшке. Угу. Так, в этом еще было. Но сейчас нету. Надо поменять огурчики. Здесь тоже нету. Ну-ка. Здесь нету. Девочки, наверное, там смеются надо мной. Говорят, Аня, пойди купи средства от этих улиток. Но в этом горшке, кстати, нету ничего. Вот только вот в этом почему-то, в одном, там, где папоротник. И было в соседнем. Так, где ты, где ты? Где ты, кто ты, кто ты, что ты? Ни карьеры, ни работы. Текает, текает. Вкусный огурчик. Ой, какой вкусный огурчик. Такие вот дела, девочки. Замучила я вас уже своими улитками и своими замечательными лекарствами. Дует бульбочку. Нету нового роста? Нету. Это какой-то хиленький, чахленький ростик. Этот вроде растет, но я пока не вижу корней у него. А, хотя нет, подождите. Вон. Так, стоп. Непонятно.
ну как-то вот не растит. Вроде рост растет, разворачивается, а корней что-то я не вижу новых. Надо радиофарма ему дать. И пятое у меня в другой локации. Сейчас тоже там пойду проверю. Так, меня еще интересует зигапиталум. Ну, у него вроде как все в порядке. Девочки, как он надувает бульбы. И новые росты появились. Я подозреваю, что это никакие не цветоносы, а росты. Потому что цветонос должен идти из пазухи, да? Листика. Пришел кустиком, а сейчас прям такие бульбы, прям вау. Но он пересажен в мой грунт. Тот грунт я отряхнула, поэтому и нет никаких улиток. Выбрасываю. Огурки выбрасываю. Такая красота. Вот такой красавчик. Надо прийти всех побрызгать слегка. Так просто сделать. Хотя 45%. Моя любовь на 5-м этаже, там, где весна. И вот еще растит и растит энциклия бутончики. А смотрите, вот эта, которая мне пришла, тоже энциклия, она какая-то у нее какая-то другая бульба. У этой больше вытянутая такая большая, у этой больше такая приземистая, кругленькая. А вот новый рост, девочки. Ждем с новую бульбу. Я, конечно, забабахала горшок. Она тоже как бы кахлиата. Но посмотрим, может, она какая-то желтая, может, она какая-то другая. Ну, посмотрим. Здесь, кстати, тоже новый рост растет, но он какой-то ползучий. Видите, вот так идет. Вот так идет. Ну, я думаю, он выберется из горшка и займет по достоинству свое место в этом вазоне. Так, как там моя сакура? У нее нет улиток. Это мой грунт без улиток. И смотрите, там уже есть корешок новый. Вон там внизу. Один рост отпал, с которым приехала. Растет новый рост. Девочки писали, Аня, у тебя цветонос? Нет, девочки, это рост. Нам цветонос еще не нужен, потому что вон все бульбы старые съедены. Вот эта одна старушка бульба должна выкормить вот этого красавца, пока он себе корней не нарастит. Думаю, когда нарастит корней, она немножко расправится. Сейчас еще огурчиков нарежу для них. Так, девочки, нарезала огурчиков. Я думаю, что вот в этот горшочек надо побольше положить. Правильно? И вот здесь вот одну улитку вот здесь тоже выловила. В общем, там, где мой грунт, вот здесь, например, уже помененный. Ой, как мне нравится этот ростик, такой клевый. И этот тоже неплохой, но растет ли он? Ну, вроде растет. Там, где мой грунт, тоже там, где я заменила, там все в порядке. Видите, уже старенькие огурчики, нарезала новеньких. Вот здесь как бы не было замечено, но положу. Все. Я в течение дня, там, утром, в обед, перед сном, раза 3 проверяю вот эти все огурчики. Как вы думаете, удастся ли нам избавиться от вредителя при помощи огурца? Хотя они могли там кладок наложить, да? Ну, посмотрим. Главное выловить вот этих больших. И периодически можно, пока огурцы еще идут, подкладывать и смотреть. Но если будут продолжаться, появляться, тогда, конечно, куплю вот это средство против равликов. Девочки, делаю подсъемочку. Добрый вечер. У нас уже вечер. В общем, немножко с мужем тут модернизируем нашу лоджию, немножко утепляем. И случился казус. Вот эти вот доски завалились сегодня мне сюда на лекасты. Вот на эту красоту. Но она вроде как осталась на месте, все там нормально, только вот в серединку насыпалась.
Короче, упала хоя сверху, прям на ликасты, а эту прям с корнем вывернула. Пришлось заново посадить. В общем, не знаю. И у нас минус одна ликаста. В общем, она была с папоротником вместе. В общем, она чего-то сгнила. Не осталось от нее ни рожек, ни ножек. Я убрала просто сгнившие бульбы. А папоротник на радостях начал быстренько свои ваечки выпускать, доминировать. Что здесь была за ликаста? Вот такая вот. Представляете? Так, вот это тоже нежнятинка. Она розовенькая. Я за нее тоже переживаю. Рост такой у нее, знаете, не очень. Какой-то такой прямо... Но вижу, что надувает бульбочку. И вот там я вижу, появился ростик. Непонятно. Надеюсь, не цветонос. Надеюсь, что это бульба еще одна. В общем, вот такие вот дела. Стараюсь сильно и не заливать. Потому что заметила, если много перестараешься, начинают вот эти пропадать чешуйки. Видите, вот это залива признак. И еще одна у меня есть ликаста. Теперь у меня их 4 осталось. Было 5. Осталось 4. Она у меня экспериментально стоит под искусственным освещением на полочке стеллажа. А эти здесь от окна, так в метрах 2 от окна. Ну, вроде ничего. Теперь буду переживать вот за эту вот ликасту, потому что она сегодня просто... Там у нее один корешок вывалилась. Видите, у нее бульбы такие вот сдутые. Но корней еще у этого нового роста корней еще нет. Я очень их жду, потому что когда появятся корни, то и эти бульбы, ну, теоретически должны тоже налиться. Такая наша ликастная история. Сейчас покажу вам ту мою ликасту, у которой, кстати, рост, с которым приехала, пропал. И растет новый рост. Мы думали, что тот цветонос, а то таки оказался рост. Слава богу. Так, и вот это здесь она растет. Такой у нее ростик, видите? Но он мне не очень нравится, потому что он какой-то такой, видите, как будто влаги ему не хватает, хотя влага есть. И бульба не очень. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. Это, видите, вот он какой-то не очень. Я увеличила, но мне очень хочется надеяться, что с ней все получится. Это у нас сакура. Вот здесь был рост, он сгнил. Думаю, что я залила. Нафиг поймешь, девочки. Влажность им нужна скорее атмосферная. Обрызгать их нежелательно, потому что они начинают сразу гнить. В особенности, если вода попадает на новые ростики. В общем, у меня вот такая надежда вот на этот молодой рост. Но то, что он растит какие-то странные листья, вот такие закрученные, мне это не сильно понятно. Видите, ну что это? Ну, посмотрим. Будем надеяться и верить. Так, там случайно не новый корень? Надеемся на корни. Ну, я думаю, что корни попозже должен дать. И у него, видите, здесь, в принципе, кладовок-то как таковых. Ну, хотя вот, видите, вот задние бульбы съедены. Вот эта бульба. Ну, что вы хотите за такие деньги? Да? Ну, ладно. Будем надеяться. Что еще расцветет, непонятно. И когда это будет. Так что, девочки, здесь ситуация... Ну вот по ростикам получше, да, вот они такие повеселее.
Короче говоря, посмотрела, они приехали ко мне 14 июня. Сделаю подсъемочку, что с ними будет. Может, через недельку посмотрим. Может, через 2. Какие будут новые подвижки. Вот запомните, вот такой папоротник. Он все больше и больше. Вот зараза, выжил он лекасту. Ну так и говорят. Ну даже, девочки, если бы я его выдернула, там лекаста уже была гнилая. Она уже приехала, задние бульбы, если помните, такие черные были уже. И я вчера буквально смотрю, самая вот бульба, которая самая зеленая была, она вся почернела, я нажала, а она вся прям чвякнула такой, знаете, ну, гнилая, короче, сгнила. Сгнила, и теперь здесь растет папоротник. Вот такие вот дела. Так что посмотрим, что будет с ними через время, как вы там справляетесь со своими лекастами, все ли у вас живы, здоровы. Я посмотрела сейчас, думала, может, та лекаста, которая здесь была, опять ее заказать. Там в большом размере, ну, в относительно большом размере подороже есть. А потом подумала, ну, хотя бы с этими справиться, что есть, с 4. Может, мне вообще не понравится, а может, они гигантские будут. Кто их знает? В общем, будем сначала, вот остановимся на 4 на этих, будем пробовать, так сказать, на зуб эту культуру, этот вид орхидей, а потом уже будем решать, а надо ли оно нам. В общем, до встречи в этом видео. Так, ребята, привет. Привет через некоторое время. Продолжаю держать вас в курсе дела о развитии орхидеи лекаст, которые я недавно, пару месяцев назад, получила по почте из группы Facebook. Это для меня впервые знакомство с этим видом орхидей. И поэтому, девочки, я стараюсь. Ну, как получается, так получается. Получается, что здесь уже лекасты нет. Она у нас сгнила. И ее место занял папоротник. Вот такой вот папоротник. Вот у него новая ваечка уже подросла. Значит, минус 1 лекаста из 5. Осталось 4. Ну вот теперь у меня вопросы вот к этой лекасте. Это розовенькая лекаста. У нее, значит, вижу, что не все в порядке, хотя и нижним поливом стараюсь поливать, но вижу, что рост тоже гниет. Но появился новый. Короче говоря, очень надеюсь. С этим ростиком она приехала. Он у меня немножко подрос. И все. Но мне кажется, что он гниет. Мне так кажется. Будем надеяться вот на этот. Особого потенциала тут у этой лекасты не так уж и много. 2 несчастные бульбочки. Выкормят ли новый рост эти 2 несчастные бульбочки, не знаю. Будем посмотреть. Вот такие вот они, лекасты. Так, вот эта лекаста. Это у нас кто? Начиту импульс. Это все гибридные лекасты. Я представляю, что было бы с японскими. В общем, девочки, кто начинает увлекаться лекастами, лучше брать самые простые гибридные, как в моем случае. Недорогущие японские, там, которые по 200, по 300 долларов цена. В общем, здесь я не знаю, что с этим ростом будет. Но вот одна чешуйка подпортилась. Вот вторая. Видимо, переливаю. Ну, стараюсь уже вообще сильно не заливать. Корней пока я тут не вижу. Вот убрала поддончик, чтобы горшочек проветривался. Вот прямо так стоит. Вот на этой полочке. Рассказывала вам, что досталось им во время ремонтных работ. На них упала
вагонка. Муж тоже переживает, ходит. Ну что там, что там? Я говорю, еще не знаю. Так, и вот еще. Вот здесь тоже это сакура, у которой сгнил рост. Вот здесь я вам показывала. И вот растет новый. Но он мне не очень, девочки, нравится. Он какой-то такой, видите, ну такой какой-то. Ну, надеюсь, что все-таки она потихонечку наберет размер. Главное на нее там ничем не брызгать. Но я, конечно, на днях сбрызнула санмайтом в профилактических целях от клеща. Ну вот. Вот здесь вот был новая бульбочка, новый ростик, с которым она приехала. И все. Очень быстро сгнил. И сначала превратился вот в такое вот некрасивое, темное. В общем, девочки, я не знаю. Вот такие они, ликасты. Ну, нам главное адаптировать, чтобы начался рост новых бульб в наших условиях. И дальше будем посмотреть. Правильно? Правильно. Так, и еще одна. Она сейчас поливается у меня нижним поливом. Вот так вот, там чуть-чуть водички. Она стоит. Это ликаста называется макробульбон. Вот она у меня вырастила, девочки, вот такую вот бульбу. Она приехала вот с этой бульбой одной и с ростиком. И этот ростик постепенно, ну я ее не пересаживала, ведь она вот в этом же горшочке, что и была. Постепенно этот ростик вот так вот трансформировался в вот такую симпатичную бульбочку. Сейчас немножко нижним поливом попьет. Там что-то растет, по-моему. Там и мусор, и листик показался. Попьет нижним поливом и отправится вот на эту полочку к своим подружайкам. Санмайтом всех обработала. Ну, не знаю. Вот это меня порадовало, то, что она вот уже бульбу дует. Дует бульбу. И бульба даже больше, чем предыдущая. Что не может не радовать. В водичке сейчас у меня разведена бурштиновая кислота. Янтарная кислота. Брызгала блочников своих. Ну и остатки воды, думаю, сейчас немножечко дам попить своим красоткам. Но здесь у нас влажно. Даже очень влажно. Эту я поливаю аккуратно, доливом вниз. Она подтягивает. Тут и перлит у нее добавлен. Это мне пришлось ее пересадить. И я думаю, я, скорее всего, когда от вредителей брызнула на вот этот рост, который был. И попала вода в середину, и все. Поэтому лучше не брызгать ликасты. Я очень надеюсь, что у меня этот рост вырастет, даст корни, и все будет хорошо. Надеюсь, что этот не испортится. Что на это очень похоже. Вот они когда начинают вот так темнеть с самого основания, я начинаю нервничать. Ну и здесь непонятно что. Но надеюсь вот на ту зеленую бубочку. Так что, девочки, вы меня просили, Аня, как твои ликасты развиваются. Девочки, вот так вот развиваются. Стараемся. Наш путь непрост и тернист. Нелегок и тернист. Так что вот так. Всех обнимаю. Так, ребята, продолжаем наблюдать за ликастами. Ну, ликасты для меня это прям одно расстройство. Вот эта бульба, вернее, этот рост, мне кажется, тоже начал пропадать. Как-то вот желтеют кроющие. Я уже стараюсь толком не поливать, но вот такое происходит. Две несчастные бульбы. У меня такие были надежды на этот рост. Прям вот надежды. Это вот такой гибридик. По-моему, на читу. Дадут ли эти две несчастные бульбы еще какой-то рост? Это вообще вопрос. Ну так уже начал хорошо расти. И сейчас смотрю, он какой-то вот такой
Ну вот желтит. Желтит он свой рост. Ну ладно, посмотрим. Короче, таке собі. Здесь бульба растет. Самое интересное, что макробульбон, природник, лучше адаптируется, чем вот эти остальные всякие. Здесь-то у нас пропало. Папоротник вон прет вовсю. Вон еще одну лаю выкинул. Выжил, так сказать, лекасту. А макробульбон вот даже больше бульбу нарастил, чем предыдущая была. Вот я прям на него надеюсь. А здесь не знаю. Там две уехали под освещение. Да, девочки, это уже все. Короче. В общем, под искусственное освещение две уехали, там более или менее. В общем, наблюдаю. Не знаю, что он. Не хватает, видимо, ему питания от этих двух бульб. И усё. И усё, и усё. Да. Понятно, что дела не будет. Она вся двигается, я ее тут подперла. Ну, не знаю, девочки. Сейчас посмотрим, как там те две оставшиеся себя чувствуют. Ну, я сомневаюсь, что вот эти две бульбы что-то изобразят. Какой-то ростик. Ну, посмотрим. Этот 100% уже. Вот он вытянул все из бульб и решил помереть. Очень интересно. Так, девочки, что тут мои бедоси? Еще две. Я, кстати, написала продавцу, думала продублировать. Думаю, может, есть ну, покрепче экземпляры. Здесь вот у меня тоже рост пропал, я вам показывала. Но вот растет у этих двух несчастных бульб новый ростик. Ой, не знаю, подужают они, не подужают. Смогут они его вытянуть. Но появился такой вот ростик. Ну, видите, как орхидеи хотят жить. Вообще, да? Продавец мне говорит, все выгребли, не осталось ни одной, даже самой плохенькой. Вы говорите. Такая вот популярность и желание попробовать этот вид орхидей. Ну, девочки, я аккуратно здесь их содержу на полочке. Так, одна, вторая. Вот это сакура. У нее какой-то такой рост, какие-то такие... Видите, у нее здесь одна бульба вот такая, вторая получше. И вот растет типа рост. Тоже один пропал. Вот, здесь тоже пропал рост. Короче говоря, что-то у них у всех попропадали росты новые, на которые была надежда. В общем, этот потихоньку растет. С поливом я сильно не усердствую. Так потихонечку нижний полив, дабы не попасть в центр этого роста, дабы не залить. Ну, я вам скажу так, помалу он растет здесь, этот рост. Но мне не нравится вот это вот такое, вот оно вот такое. Видите? Ну, посмотрим, как здесь будут дела обстоять. И посмотрим, что будет с той бедосией, которая на лоджии. Может, ее тоже сюда притащить под искусственное освещение. Ей может там жарко, хотя здесь тоже. Ну, тут может чуть-чуть попрохладнее, не знаю даже. В общем, вот такие вот на сегодняшний день дела, девочки. Раз уже лекасты закончились, значит, они у вас. Напишите, как у вас обстоят дела. Как у вас идет адаптация. У нас вот такая вот адаптация. Но это интересно все равно. Даже негативный опыт, это тоже опыт. Жду ваших рассказов в комментариях по поводу, как адаптируются ваши лекасты. Я взяла камеру, чтобы вот так увеличить. Но я вижу, что да,
рост загнил. Вот теперь я уже понимаю, что рост гниет. Может, последний полив, мой был слишком чрезмерный. Да. Ну, может, даже вот эти две бульбы еще раз дадут ростик. Мне уже скажут, сколько можно тебе давать ростиков? Но с этим она приехала ростом, насколько я помню, да? Это не у меня ж он вырос. Он уже был. Я все ждала, чтобы он как здесь, у макробульбона, начал увеличиваться. Он растет, растет, потом начинает утолщаться в основании. И чешуйки эти расходятся, лопаются там, да, расходятся. И появляется такая симпатичная бульбочка. Красивая, аппетитная. Я ждала здесь то же самое. А здесь все пошло не так. Ёптель. Какого? Здесь вот тоже что-то было. Какой-то рост тоже не получился, да? Ну, этот тоже не получился. Короче, эти росты только убивают бульбы. Они их истощают. А сами гниют. Ну, не знаю, девочки. Наблюдаю дальше. Так, ну все. Я не выдержала, полезла. Ну да, он гнилой, девочки. Шикарный рост и гнилой. Ну, конечно же, моя вина. Мой полив последний, хоть и нижний, был неадекватным. Вот все, что осталось от лекасты. От читы. Ой, чита, чита, дрита. Не знаю, сейчас возьму маленький стаканчик. Я думаю, горшок, наверное, великоват был. Я ж на вырост посадила. Думала, как попрет. В общем, что с этого будет, я не знаю. Но не выбрасываю. Сейчас возьму маленький стаканчик. И в маленький стаканчик вот цены счастья высажу. И посмотрим. Вот так вот. Ну да, он вообще тут сгнил. Видите? О, сгнил. Ну, не умею я еще с лекарствами обращаться. Так, ребят, ну все показываю, что осталось от моих лекарств через месяц, да, или через 2 месяца, через полтора месяца. Я уже забыла, когда я их купила, напишу. Короче говоря, на эту уже надежд нет тоже. Рост. Я уже стараюсь толком и не поливать. И топсином промазала, видите, она чернеет рост и все. Короче. Осталось у меня, наверное, все-таки одна лекаста. Это вот это. Вот такую бульбу у меня вырастила прекрасную из роста. И вот сейчас растет ростик. Но если бы я совсем была безрукая, я бы, наверное, и эту бы загубила. Ну, видите как? Из 5 осталась одна. И которая растет и развивается. Что скажете? Вот эти чешуйки, аккуратно с ними. Если будете обрывать, то и сломаете ростик. Я думаю, что это тоже ростик идет новый. Да? И там вот что-то еще. Короче, девочки, здесь была тоже лекаста. Но теперь у нас здесь такой жирненький, симпатичненький папоротник. Представляете? Вот, выжил он. Выжил лекасту. Ну, пусть будет. Так, и вот на эту еще надеялась. Ну, не знаю, пока... Я вообще никого из них не выбрасываю, только здесь вот. Вот здесь, конечно, выкрутила бульбы, выбросила. Они вообще сгнили. Ну, 2 лекасты еще, которые вообще засохшие. У меня на всякий случай постоят до весны. 2 сухарика. Может, кто-то даст ростик. Хотя, если черные вот такие бульбы ужасные, разве могут они дать ростик? Но вдруг... Видите, что творится? Что такое? Нижним поливом поливала. Старалась вообще не брызгать, ничего не делать. И вот на тебе. Она какая-то вот, видите, зараза ползет и уничтожает рост новый.
Очень, как по мне, девочки, Ликаста очень сложная орхидея. Буду ли я пытаться еще и покупать еще? Наверное, скорее да, чем нет, потому что это вызов. Девочки, это вызов. Я надеюсь, что с этой справлюсь, что не загублю. Я ее так беру и вот так окунаю на чуть-чуть вот нижним поливом. Увидела рост, прям думаю, нифига себе. Прогресс. Но она сильная, она приехала, если помните, вот с этой бульбой и с ростиком. Ростик быстро трансформировался в бульбу. И вот сейчас, через время, новый росточек появился. Ну, я думаю, что не цветонос, он мне и не нужен. Пусть это будет еще одна бульбочка. Я ее не пересаживала, ничего. А эти повыскакивали у меня из горшочков, я их пересадила. Здесь я не пересаживала тоже. Но она все. Хотя нижний полив, она померла и все. Там корней, видимо, вообще не было толком. Они, возможно, не перенесли в таком размере дорогу. Это была неплохая, но видите. Уже даже не хочу надеяться. Думаю, что это тоже будет. Что это уже, ну, гербарий. Все, друзья мои, пишите в комментариях, как у вас дела обстоят с ликастами. Все вам показываю, как есть. Но ростик радует. Главное туда водой не брызнуть, потому что все, он тоже почернеет. Вообще, я даже не подхожу с пульверизатором, вообще не подхожу к ним.